Что ее так бесит? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы знаете, вот вы период, когда вам было настолько хреново, вы либо же прошли, либо сейчас еще может у кого-то проиграться, что вы уже практически его проходите, ну то есть внутреннее такое успокоение, да, когда вы уже берете себя в руки, когда вы понимаете, что в конце концов жизнь прекрасна, как бы не было сложно порой, как бы не угнетали некоторые люди и события. Как бы ни казалось, что вы сейчас, может быть, вот в одиночестве, да, я не вижу сейчас женщины возле вас, любимой по-настоящему женщины я пока не вижу. Поэтому вы берете себя в руки, потому что вообще вы такой человек, который привык справляться со сложностями, которых у вас полно было. Я вам скажу так, что были сложности, которые в вашей жизни появлялись из-за магического воздействия. Ну, то есть по-простому попытаюсь вам объяснить. То есть люди делали какие-то порчи, подклады, да, разные ритуалы. У всех это будет по-разному. Из-за этого у вас могла быть какая-то череда, черная полоса, как ее еще называют. Да, могли быть проблемы, либо же сейчас проблемы в личной жизни. То есть магия в вашей жизни присутствует. Вы человек, который не любит, когда вами вот крутят, манипулируют. Во-первых, вы это всегда видите, потому что у вас очень, достаточно развитый такой и интеллект, вы достаточно развитый человек, поэтому просекаете просто мгновенно, наверное, вот людей фальшивых. Вы очень чувствуете людей энергетически. Вы очень чувствуете, когда людям от вас что-то нужно. То есть не вы сами, а вот ваши, может быть, блага какие-то материальные, может быть, ваши связи, может быть, еще что-то, да? Но вы вот научились раскусывать людей. Давайте-ка сделаем как раз маленький опрос. Вот напишите, вы хорошо разбираетесь вот энергетически, да, вот вы чувствуете людей или нет, вот плохих, хороших, лицемерных, вот напишите. Если нет, то так и пишите, что нет. Вы человек-загадка даже в каком-то смысле. Вы не выпячиваете на показ, что у вас происходит в душе. Особенно вы не выпячиваете свои какие-то страхи, может быть, комплексы, сомнения, опасения. Но это, наверное, такая даже чисто мужская черта. Не хочется показаться слабым, не хочется показаться каким-то немощным, да. Не все из вас вообще показывают свое настоящее лицо окружающим людям. Ваше настоящее лицо знают только самые-самые такие близкие и родные. Ваша семья. У многих проиграется, что семью вы потеряли. Потеряли, причем, как-то вот была ситуация очень неприятная. Могли быть скандалы, конфликты. Но, тем не менее, среди вас есть те, кто еще вот как-то живут прошлым, ностальгируют прошлым, несмотря на все эти передряги, перипетии. Ностальгируете не с тем, чтобы вот вернуть ее, да, а вот почему так все вышло, вот когда-то же было хорошо, да, вот почему мы это все растеряли, куда делась наша любовь, вот в таком плане. Плюс вы очень четко осознаете, что ваша женщина, она большая любительница денег, да, и с вами она была исключительно по выгоде. Поэтому возвращаться в такие отношения, где любят не вас, а ваши достатки, допустим, там ваши машины, квартиры и все, что вы имеете, либо же все, что вы можете дать, как-то это не входит в ваши планы, да, просто вот грустно. Вот вы ностальгируете, но с такой какой-то грустью, вот почему так все вышло, да, вот за что? Вот часто люди говорят, за что мне все это, да, я же старался, я же вкладывался, я же любил в конце концов, да, поэтому вот как-то так. Вы человек, который, в общем-то, неплохо нажил своим трудом, да, вы
В общем-то, кто-то из вас даже может пойти дальше по карьерной лестнице. Либо вы недавно вот повышение, может быть, даже получили, либо у вас вот на кону стоит. Но пока еще решается вопрос, вас или другого человека повысить. Что еще? Ну, солидный. Вы знаете, вот как еще может быть? Вы снаружи, вот внешне, вы можете казаться, вплоть до того, что вот как на этой карте, да, мужчина, может быть, вы крупный, да, вы можете быть такой силач внешне. Ну, понятно, что это общий расклад, но тем не менее, то есть внешне вы можете быть гроза народов, да, либо же крупного телосложения, вы можете, может быть, с выражением лица очень серьезным ходить, ну, то есть такой гроза народов, как я сказала. Но с другой стороны, ваш внутренний мир-то совершенно другой. Это то, о чем я вот перед этим говорила, который далеко не все знают. Вы с друзьями, вы в семейном кругу, вот с близкими людьми, вы становитесь как будто вообще другим человеком. Вот знаете, как будто приходите домой и снимаете вот масочку и где-то ложите рядышком возле двери. И становитесь дома более мягким, более покладистым, более ручным, может быть, таким, да. А потом, когда нужно выйти в социум, когда нужно выйти там куда-то на работу, либо еще куда-то, снова одеваете эту маску серьезности и вылетаете. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие. Что же ее так бесит? И вообще о ком сегодня речь? Я, в принципе, догадываюсь, да и вы, наверное, тоже. Ну, давайте-ка посмотрим, что же за женщина. Боже, охрипла что-то. Пришла на расклад. Много разговариваю, поэтому голос уже не выдерживает. Ну, это женщина, которую вы для себя просто похоронили. Знаете... Вы долго терпели эту женщину, все ее выходки, все ее закидоны. Но вот пришел момент, когда пришлось ставить точку. Причем точку окончательно и бесповоротно. Кто-то из вас, да, расстался еще любя ее. Надоело терпеть унижение, надоело терпеть, может быть, даже оскорбление. Здесь может проиграться любовный треугольник, поэтому вы для себя ее похоронили, как бы тяжело не было. Как я уже сказала, что вот похоронили, но вот какая-то вас, частичка вас продолжает ее любить. Отзовитесь, ребят, напишите, у кого, но есть такие ощущения, что ты умом, душой и телом, ты понимаешь, что нет, она обидела, она ударила, ну, чуть ли не ниже пояса, она ударила по самолюбию. А для мужчины это хуже некуда, когда вас бьют по самолюбию, да, вы реально решили, что нет, так больше не может продолжаться. Поэтому здесь точка поставлена с этой женщиной. Вы можете даже с ней не общаться, либо же очень-очень редко общаться по поводу ребенка, каких-то, может быть, финансовых моментов, связанных с ребенком. Да даже как-то и не хочется вам. Не хочется общаться, потому что когда вы ее видите, либо слышите, да, вот когда она воочию перед вами, в разных формах, так сказать, ну, как будто начинает внутри все трепетать, вот клокотать, да, то есть отголоски, вот неприятно, вот как будто вам раны бередят, да, вот есть такие ощущения. Намного вам проще, когда вы не видите этого человека, потому что слишком много вот негативных воспоминаний у вас с ней связано. Давайте-ка смотреть, что же ее так бесит. Ой, а что же такое? Что же девочка... Ну, это я так называю девочка, да, понятно, что у вас женщины разных возрастных категорий. Но почему-то мне хочется ее сразу же пожалеть. Что же такая бедная несчастная девочка требует помощи? Какой помощи ты требуешь? Ой, какие... Знаете, у нее как будто вся жизнь начинает ломаться, вот идти наперекосяк. Во-первых, мужчина, который вот у нее был, возможно, были у кого-то отношения, да, она могла жить, опять же, поскольку это общий расклад, она либо же жила с этим мужчиной, либо могла делать ставки. Мужчина денежный, но почему-то вот он ее бортанул. Почему он ее бортанул? Она уже чуть ли не на семью с ним рассчитывала. Нет, он понял ее суть. Он раскусил ее еще на этапе до того, как заключил брак с ней.
Он ее раскусил, вот ее манипуляции, ее корыстность, да, вот то, что она не его любит, ну, либо же любила, а то, что она любит себя. Она хочет быть королевишной за его счет. Она хотела быть, ну, довольно обеспеченной женщиной, да, за его счет. Ну, то есть, чтобы ее кружили. Человек ее раскусил, и она осталась одна в одиночестве, никому не нужной. Те из вас, которые могут сказать, да нет, она счастлива, ребят, я сразу же скажу, что если вы это знаете, что она точно счастлива, ну, значит, это просто сегодня не ваш расклад, потому что это общий расклад, я опять же повторяю. Поэтому не пишите, что у меня нет такой ситуации, значит, это просто не ваш расклад. Далее, у нее начинает как-то вот пошатываться здоровье. Опять же, это все на нервяке происходит. Опять же, это отголоски стрессов, это отголоски ее недоспанных ночей, бессонницы. Она может даже начать хуже выглядеть. Она может даже перестать, ну, так сильно ухаживать за собой, как когда-то ухаживала. У нее реально пропал вот какой-то стимул жизни, ну, жизненные силы как будто пропадают, стимул пропадает, да, не хочется ничего делать. И эта ситуация все больше раздражает, она как будто окунается в, ну, такие депрессивные очень моменты. Но смотрите, долго депрессовать она не будет. Дама, которая привыкла быть на коне, дама, которая привыкла быть победительницей, будет пытаться все-таки дальше обрабатывать других мужчин. Естественно, мужчин будет искать, ну, таких довольно обеспеченных с деньгами. Будет пытаться с помощью постели сначала их как бы охмурить, да, там высший пилотаж показать, чтобы Бобик там захлебнулся от счастья, да. Будет пытаться, но она будет пытаться изо всех сил показать себя с другой стороны. То есть она все свои негативные черты будет с другими мужчинами пытаться, ну, прятать, да, она не будет их показывать. Она знает свои такие негативные качества, ну, как бы трезво мыслит. Поэтому она припрячет на первое время очень и очень хорошо. Но максимум, который она будет иметь, это просто поматросили и бросили. Эта ситуация ее тоже будет выводить из себя. Эта ситуация будет тоже ее бесить, скажем так, да, потому что дамочка будет рассчитывать, что вот она такая звезда, она же вся хорошая, она же хорошая актриса, ее должны любить. Но мужчины не глупые, правда ведь? Мужчины-то видят корыстных женщин. Как бы они ни притворялись, причем, ну, это как-то на интуитивном уровне происходит. Что еще ее бесит? Ой, как ей не хочется работать, ребят. Как же ей не хочется работать, а придется. Придется, потому что банально нужно будет содержать и себя, но плюс, если еще есть ребенок, то и на ребенка, да, даже если вы помогаете, но все равно как бы мама тоже должна в этом участвовать. Ей очень не хочется, и смотрите, у кого-то из ваших женщин, понятно, общий расклад, может проиграться, что ей придется даже, ну, какую-то рабочую профессию, может быть, брать подработку, потому что помимо ее вот работы, где она работает, там могут платить, ну, небольшие такие деньги, либо же сокращение зарплаты, может быть, какие-то кризисные моменты. Поэтому ей хочешь, не хочешь, может быть, она пойдет полы мыть, может быть, я не знаю, там санитаркой унитазы будет мыть. Это еще лучше, да, ребята? Я представляю, как вы сейчас ухахатываетесь, да? Ну и смех и грех. А с другой стороны, вот как-то грустно и печально вот становится, что когда-то это была ваша любимая женщина, но до чего она довела и себя, и вашу жизнь сломала, да, в каком-то смысле. И теперь бесится, что приходится работать, а не жить за счет какого-то богатенького Буратино. Так, что еще? Ну, работа. Боже, как ей не хочется. Ой, как же ей не хочется работать. Плюс ее бесит, что она не может устроить свою личную жизнь. Но это то, что, в принципе, я уже сказала. И причем ей не важно, какой будет мужчина. На 10 лет старше, на 20, да хоть на 50 лет старше. Ей главное, чтобы он был обеспеченный. Ну, естественно, чтобы ее обеспечивало. Она готова
я не знаю, змеей просто увиваться вокруг его шеи, но только чтобы мужчина ее содержал. Я поражаюсь, конечно, таким вот фальшивым, лицемерным женщинам. Я не знаю, мой шок в шоке. Ничего у нее не получится. Вот, ребят, ну не получится. Будут ее матросить и бросать. Вот не получится. Не будет у нее счастья. Не будет у нее достатка, о котором она мечтала и который даже, возможно, вы ей давали. Останутся только воспоминания, останется ностальгия, разбитое сердце. Причем еще бумеранг ударит. Знаете почем? Когда она будет, ну, в каких-то романтических таких отношениях, мужчины, ну, которые временные будут у нее, они все равно будут ей изменять. Так же, вот как когда-то она изменяла, точно так изменять будут ей. Ну, земля круглая, да? Бумеранг ударил, и по ней очередь дошла и до нее. Поэтому, мои хорошие, знаете, ее бесит много чего. Ее бесит то, что люди, даже вот с окружением она начинает ругаться. Ну, то есть, может быть, подружки, там, родственники, может быть, на работе. Ее начинают вообще как будто люди раздражать. Вот из-за ее таких вот личных неудач у нее такое может быть предистерическое состояние. То есть она может ходить раздражительная. Может быть, даже вот если вы с ней там иногда хотя бы общаетесь, вы можете увидеть, что она стала какая-то еще более вспыльчивая, еще более раздражительная, какая-то нервная. Люди начинают от нее отходить. И есть большой вариант, что она останется просто одна. Знаете, это человек, которого можно просто пожалеть. Это человек, который разрушает и свою жизнь, и разрушает жизни других людей. Ее бесит уже, наверное, все и каждый. И так будет дальше, и так будет еще, ну, еще больше ее будут люди бесить и раздражать. Вот скорее раздражать, наверное, будет более правильно. Конфликта в ее жизни будет становиться все больше и больше. А все из-за того, что... Вот интересная карта в конце выпала, да? А все из-за того, что она начинает прозревать, что она потеряла вас, она потеряла любовь. И она понимает, что больше такого мужчины она не найдет. То есть здесь такой тандем. Ее бесят все и каждый, но она прекрасно понимает, кого она потеряла. И, конечно, сравнивая с другими мужчинами, эти мужчины давно в проигрыше. Поэтому, ребят, знаете, я не знаю даже, понравится вам такая история, не понравится вашей бывшей. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот, да, вот по поводу этого бумеранга. Заслужила она, не заслужила. Но вот даже у меня какое-то такое ощущение непонятное. То ли это грусть. Но я не скажу, что это не злорадство даже. Мне просто жалко вот таких женщин, которые разрушают и свою жизнь, жизнь других, а потом жалеют. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!